Здравствуйте, мы возвращаемся к Аре Нагарджуне. Мы по-прежнему в середине 10 главы, которая называется «Исследование огня и дров». И это должно было прояснить ситуацию, так ли это, что смотрящий появляется до того, как увидят, и особенно прежде вещи, которые увидят. Или смотрящий появляется позже, или они появляются одновременно. Возможно ли вообще, что мы видим вещи так, как нам кажется? Если вы не способны видеть вещи так, как вы думаете, что видите их, то рано или поздно у вас начнутся проблемы. Вы начнете ругаться со своим мужем или делать какие-то бесполезные действия, чтобы что-то происходило. Например, допустим, в вашем бизнесе вы предпринимаете действия, которые не приводят к ожидаемому результату, потому что вы не понимаете этот вопрос. Видит ли смотрящий что-то до того, как это что-то появилось? Или сначала появляется предмет, и потом человек его видит? Конечно, это относится и к Будде медицины. Если вы читаете мантру, какой промежуток времени между вами и мантрой? Вначале появляетесь вы, а потом читаете мантру. Но как вы можете появиться первым, если вы практикующий мантры, ведь вы еще не читали мантру? Так что на самом деле мантра должна появиться первой, а затем человек, который ее произносит, должен появиться позже. Но тогда мантра не может произносить сама себя, и это сбивает с толку. Если это сбивает вас с толку, вы на правильном пути. Если не сбивает, вы на ложном пути. Если вам это кажется запутанным, тогда это встряхнет ваш привычный взгляд на вещи, которые, согласно буддизму, всегда ошибочны. Вы всегда ошибались. Ваше мнение о том, что была ли первая мантра, или первым был тот, кто произнес мантру, или как работает мантра, если вы думаете, что знаете, вы, вероятно, ошибаетесь. И затем, когда вы произносите мантры, они не очень эффективны, они не так сильны. Они намного сильнее, если вы понимаете, как это реально работает. И это как отношение между деревом и огнем, дровами и огнями. Итак, мы на полпути в вашем исследовании дров и огня. Начинаем. Мы рассмотрим стих номер 8, в котором говорится: это вопрос от Ари Нагарджуны. Бывает ли так, что у нас есть огонь, который зависит от дров? Или так ли это, что у нас есть дерево, которое зависит от своей идентичности, дрова, которые зависят от своей идентичности для огня? Тогда огонь должен появиться первым, потому что дрова не могут быть дровами, если они появляются раньше, чем огонь. Нужно, чтобы был огонь. Тогда вы говорите: вот это дерево, это дрова. Но если у вас сначала нет дерева, до того, как оно станет дровами, как у вас может быть огонь? И как у вас может быть огонь из дерева, которое не дрова? Что-то здесь не так, что-то здесь не так. И кто-то говорит: я думаю, что они как бы зависят друг от друга. Чтобы огонь начал гореть, нужно дерево, но дерево нужен огонь. Прежде чем называть его дровами. Итак, кто-то говорит: Гешела, похоже, что они зависят друг от друга. Но затем у нас остается вопрос, что появилось раньше, курица или яйцо? Что появилось первым, дрова или огонь? Означает, что было первым. Почему? Почему это важно? Теперь послушайте и подумайте об этом, потому что вторая вещь, которая происходит, всегда зависит от той, что произошло первой. Вторая вещь, которая происходит, всегда зависит от первой пришедшей вещи. Исцеление от рака с помощью мантры происходит вторым и зависит от мантры, которая будет первой, верно? Но если на самом деле мантра зависит от излечения, другими словами, если она не излечивает рак, тогда на самом деле это никакие не волшебные слова, ведь так? Это не настоящая мантра. В этом случае сначала вы должны вылечить кого-то и какими-то словами, а затем эти слова становятся мантрой.
Но как тогда узнать, какие слова говорить, если не знаешь, являются ли они уже мантрой? Вы можете, например, прочесть текст на коробке с овсянкой или какой-то еще и посмотреть, поможет ли это. Так что оно не может быть мантрой, пока вы не вылечили кого-то. Но тогда, если это не может быть мантрой, пока вы не вылечили кого-то, вам придется произносить разные слова, пока что-то не сработает, и тогда это будет мантрой. Понимаете, что я имею в виду? Так что не забудьте, вторая вещь, которая появляется, должна зависеть от первой вещи, которая появляется. Зависит ли исцеление рака от мантры, или эта мантра зависит от исцеления? Потому что мантра не является особенными словами до тех пор, пока что-то от них не произойдет. Если именно огонь появился первым, и затем это зависит от дерева, тогда огонь может появиться и без дерева. Если огонь появляется первым, а затем дерево становится дровами, тогда огонь не зависит от дерева, потому что вещь, от которой он зависит, должна появиться раньше. Верно? Если огонь появляется первым, и потом он зависит от дерева, то в самом начале возникновения огня мог быть огонь без дерева, до того, как он стал зависеть от дерева. Если бы сначала было дерево, кстати, мы на стихе в 9, тогда без огня дерево было бы дровами. Еще до того, как появился огонь, дерево было бы дровами. До того, как вы увидели, что от него разгорается огонь, вы бы назвали его дровами. Хорошо. И мы видим здесь картинку с дровами, и идея в том, что это еще не дрова, пока нет огня. Похоже, кто-то связал их. Похоже, что кто-то обрезал их и определенным образом, однако мы еще не уверены, дрова ли это. Мы не знаем, возможно, кто-то использует эти поленья для чего-то еще. Так что пока нет огня, это не дрова. И пока нет дров, нет и огня. Так может, вещи не происходят таким образом, как мы думаем? Может, мантра не избавляет от рака? Возможно, что-то другое создает мантру и рак, и лечение от рака. Например, может быть, наши семена, может, наши ментальные семена. Хорошо, как это использовать, Гешела? Как это применить в нашей жизни? Тогда имеет смысл беречь жизнь животных, потому что тогда мантра будет работать против рака, например. В вашем уме будут семена для причинно-следственных связей между мантрой и излечением от рака. Я прошел трехлетний ретрит с 2000 по 2003. Я помню, там была одна дама. Она была не из нашей линии передачи, она была из другой линии, но она умоляла меня, могу ли я поставить домик, могу ли я пройти этот трехлетний ретрит. У нас было 5 или 6 человек из разных домиков, юртах, и она говорит, ребята, можно я с вами? И мы согласились. Она получила разрешение у своего учителя, а потом, я помню, до ретрита и после ретрита мы не могли разговаривать во время ретрита, но у нас были очень интенсивные дискуссии, и был очень интересный вопрос. Она говорила, сила вашего учителя не происходит из вас. Все остальное может и происходит из вас, все остальное происходит из ваших семян, но сила вашего учителя только в вашем учителе, и это не происходит из вас. Независимо от того, являетесь ли вы хорошим человеком или плохим, это не важно. Ваши семена тут не важны. Если человек является вашим учителем, тогда есть сила. У этого человека есть сила. Затем мы говорили, хорошо, но это сказал Будда. В первой строке этой книги Будда сказал, все происходит из причин, и все происходит из семян. Это первые строки самой известной книги Нагарджуны. Вот первые слова. Все происходит из семян. Так что дело не в том, что мантра обладает силой.
Мантра не имеет силу, должна, даже если она была произнесена Буддой. Если у вас нет семян, чтобы мантра имела силу, у нее не будет силы, иначе Будда ошибался. Или же человек, который, как вы говорите, обладает силой, не имеет силы. Понятно? Если Будда обладает силой в себе самом, тогда все, что он говорит, является истиной. Если Будда сказал, что все происходит из семян, и даже сила Будды происходит из семян, понятно? Это не может быть ошибочным, потому что Будда сказал, как вы говорите, не происходит из семян, сказал это. Понятно? Хорошо. Хорошо, идем дальше. Это очень в духе Нагарджуны, да? Хорошо. Следующий стих. Если огонь зависит от дров, значит огонь. Если дерево появилось первым, а огонь появился вторым, тогда если вещь, от которой зависит огонь, а именно дрова, то от чего зависят дрова, чтобы называться дровами? Итак, я понимаю, что зависимость идет в одну сторону. Если я спрошу, существует ли зависимое происхождение, существует ли зависимое взаимоотношение с огнем, тогда вы ответите, что да. И что? Ну, огонь зависит от дров. Невозможно разжечь огонь без какого-либо горючего вещества. Да, но с другой стороны, дерево зависит от огня. Вот здесь сказано, тёчо означает дерево, от которого зависит огонь. Как только у вас есть дрова, то от чего они зависят, чтобы называться дровами? Это вопрос. Мне нравится называть это лестницей без стены. Вот здесь картинка. Мне потребовалось некоторое время, я попыталась сделать лестницу без стены, это почти невозможно, и в общем вышло не очень удачно. Но попробуйте представить себе лестницу, которая не опирается ни на что. Тогда это было бы тем же самым, как если бы огонь был дровами еще до начала горения, тогда у вас не была бы лестница. Тогда у вас была бы лестница. Можно было бы подняться по лестнице, которая не опирается на стену. Это опирание на стену является зависимостью, и это зависимое происхождение. И мы будем много говорить о словах, обозначающих зависимость. И что такое зависимость? Зависимость ли лечения рака от мантры? Зависит ли лечение рака от мантры, или мантра зависит от лечения рака? Или они оба зависят от чего-то другого? Вот что мы хотели сказать. И вот что говорит Нагарджуна. Есть особая причина того, что мы приняли обеты Бодхисаттвы на чьей церемонии? Нагарджуны. Нагарджуны, верно. Мы приняли обеты, которые являются разрешением, необходимым для изучения Будды медицины. Мы приняли обеты, и самая известная церемония — это Нагарджуна. Так, возможно, Нагарджуна знает что-то о Будде медицины. Хорошо, мы продолжаем. Стих 11. Вот очень важное слово «тёджу», и это интересно для нас. Оно означает, что вещи происходят из-за других вещей. И самый известный, я думаю, текст Сугенга, текст смешанных орешков. Мы переводим очень сложный комментарий Васубандху «Колесу жизни». И вы найдете там определение зависимого происхождения, определение зависимости. Это тёджуб. Тёджуб, здесь слово тёджуб. Тёджуб означает все, что изменяется, происходит из-за чего-то другого. Все, что изменяется во Вселенной, происходит в зависимости от чего-то другого. И самое раннее утверждение об этом было сделано лордом Буддой, и он сказал, если произойдет это, то произойдет вот это. А если это произойдет, то должно произойти вот это.
И он такой же, как вы его видите. Если это произойдет, то произойдет вот это. Это как ваша мама говорила вам. Если ты сделаешь это, то произойдет вот это. И если это произойдет, то только потому, что ты это сделал. И потом, я не знаю, после этого все стало сложнее. Люди стали называть это зависимым происхождением. Вначале все было очень просто. Если вы сделали это, ребята, вы получите вот это. Это тёдруб. Как огонь может зависеть от дров? И теперь мы попадаем в сложную ситуацию с Нагарджуной. И это кажется немного несправедливым. Если вы загоните его в угол, если скажете, да, но нельзя развести огонь без дров, и он, ладно, ладно, но огонь, который, как ты думаешь, нельзя получить без дров, все равно не существует. И вы такой, подожди, подожди. Теперь ты вносишь изменения, и он говорит, да, хорошо, только не говори мне, что огонь зависит от дров, потому что огонь все равно не может существовать. Что ты имеешь в виду? Огонь, о котором ты думаешь, не может существовать. Почему? Потому что ты думаешь, что он происходит из дерева. Но я пытаюсь доказать, что он происходит из дерева. Я знаю, но это значит, что ты думаешь, что он происходит из дерева. Да, я думаю, что он происходит из дерева. И это то, что я пытался тебе доказать. Но огонь, который происходит из дерева, как ты думаешь, не может происходить из дерева. Так что ты не можешь доказать, что огонь происходит из дерева, потому что огня, который происходит из дерева, как ты хочешь доказать, не существует. И вы, похоже, разочарованы. Вы такой, слушай, я пытался тебе что-то сказать. Это как дискуссия с женой. Потом другой парень, это забавно. Ну какого черта? Парень говорит, мне все равно. Чите — это очень короткое слово, верно? Чите. Это означает, неважно. У этого парня есть чите. В любом случае, огонь не зависит от дров. И затем Нагарджуна говорит, нет, нельзя иметь лестницу, опирающуюся на стену, которой нет. У вас не может быть лестницы, которая опирается или зависит от стены, или стены нет. Чего там нет? Там нет дров. Почему? Огня еще нет. Как это может быть дровами? Я не знаю. Может, это дерево, может, это они собираются использовать для строительства кафе, когда получат разрешение через 3 года. Что-то в этом роде. Вы еще не знаете, чем являются это деревяшки, хорошо? Мне нравится эта картинка, это старая картинка, которую мы используем в DCI. Это ручка. Части ручки на столе, я надеюсь. Дело в том, что лежание на столе этой ручки также не является самосуществующим. Мы много раз обсуждали, почему это не является ручкой. До момента, пока семя не раскроется в вашем сознании. Мы говорили об этом бесчисленное количество раз. Но теперь, если вы посмотрите на ручку, лежащую на столе, ручка лежит на столе. И это тоже происходит из ваших семян. Зависимость ручки от частей, находящихся на столе, также исходит из ваших семян. Хорошо. Следующий стих. Теперь какой-то парень говорит, у меня есть вариант. Какой? Огонь зависит от дерева и не зависит от дерева в то же самое время. Это как? Он заводится и говорит, что огонь не зависит от дерева, потому что это еще не дрова. А дровам нужен огонь, прежде чем они смогут... Он говорит, слушай, Нагарджуна, хорошо, у меня есть предложение. Давай сделаем и то, и другое одновременно. Огонь зависит от дерева, и он не зависит от дерева в то же самое время. Как это? Тогда и ты доволен, и я. Нет огня, который мог бы зависеть от дерева, и нет огня, который не мог бы зависеть от дерева. Таким образом, нет дерева, которое могло бы зависеть от огня, и нет дерева, которое не могло бы зависеть от огня.
Нет огня, который не зависит от дерева, но нет и огня, который зависит от дерева. Нет дерева, которое зависит от огня, чтобы быть дровами, и нет дерева, которое не зависит от огня, чтобы быть дровами. Как это? Давайте оставим это как есть. Другие парни сказали, ты можешь получить торт и иметь, и съесть его тоже. И ответ на Нагарджуны смешной. Я пытаюсь доказать смешную картинку. Пачи, ты готов? Не знаю, но надеюсь, что это смешно. Эта чашка на столе. Ну, не знаю, я очень старался. Чашка стоит на столе, но она не стоит на столе, потому что стол в это же время стоит на чашке. Чашка стоит на столе, а стол стоит на чашке. Итак, Нагарджуна, тебе не нужно бороться, принимая решение, зависит ли огонь от дерева, или дерево зависит от огня. Как насчет и того, и другого? Пусть будет то и другое. К сожалению, чашка будет только одна, верно? И тогда будет грустно сфотографировать ее. Почти невозможно, я думаю. Хорошо, давайте перейдем к следующему стиху. Он делит следующий стих на две части. И когда он это делает, всегда есть важная причина для этого. Поэтому мы возьмем половину стиха 13а. И она очень простая. Это означает, что другой парень говорит, ты видишь это. Если ты видишь это, если ты можешь видеть, что огонь сжигает дерево, значит, у огня есть природа, и он сжигает вещи. Не говори мне, что ничто не имеет своей собственной природы. Не нужно быть философом, чтобы понять, что вещи не пустые. Они что-то собой представляют, они не пустые. Огонь не пусть. Почему? Можно увидеть, что он сжигает дрова. Если огонь сжигает что-то, то нельзя сказать, что у него нет природы. У него есть природа. Какова его природа? Он сжигает вещи. Да, это можно увидеть. Перестань меня донимать, вот и все. Это другой парень такой, открой глаза, Нагарджуна, посмотри. И, возможно, он зажигает спичку или что-то в этом роде. Он говорит, смотри, огонь сжигает дерево. Теперь ясно? Не говори мне, что у него нет своей собственной природы. Не говори, что огонь спички пуст, потому что не пусть, потому что он что-то делает. Если ты видишь, что он что-то делает, значит, он не пуст. Не надо мне от этой ерунды с пустотой. Так что это очень-очень... На тибетском это этот другой парень говорит, слушай, если огонь сжигает кусок дерева, то если ты видишь это своими глазами, значит, огонь имеет свою собственную природу, и он не пуст от какой-либо собственной природы. Теперь мы переходим к ответу Нагарджуны. Но прежде всего, он говорит, и есть такое выражение в американском английском «видеть значит верить», «видеть значит верить». Этот парень говорит, смотри, видеть значит верить. И Нагарджуна отвечает, позволь мне показать тебе картинку, позволь мне показать вам фотографию, на которой изображен человек в определенных очках. В американском английском есть выражение «смотреть на вещи в розовых очках». На самом деле, когда-то давно я выступал, и я купил 100 пар этих очков, я раздал их всем и спросил, мир розовый? И они все такие, да. Я вижу, он розовый. Должно быть, так и есть. Ты сказал, что если ты видишь что-то определенным образом, то это должно быть таким. Парень говорит, да, так и есть. Ну тогда надень эти очки. Все розовое? Да. Действительно это так? Нет. Да, это так, потому что ты видишь. Видеть значит верить. Если ты видишь, что все во Вселенной розовое, значит, оно должно быть розовым. Это был твой аргумент. Тогда парень говорит, нет, ты испортил мне глаза, ты надел на меня эти розовые очки. Да, только может быть и без солнцезащитных очков твои глаза испорчены, ясно? Может быть, ты все равно постоянно все путаешь, и в этом заключается идея. Итак, учение о кольце жизни заключается в том, что ваше оборудование испорчено.
Ваши глаза уже затонированы. И вы можете сказать, огонь должен зависеть от дров, потому что любой дурак может это увидеть. Да, но если смотреть на вещи таким образом, вы всегда останетесь дураком, понятно? Итак, мы переходим к следующей половине стиха. Итак, Нагарджуна использует интересную стратегию. И, кстати, вся эта книга и большинство книг Нагарджуны похожи на военную кампанию. Я смотрел фильм об Александре Македонском, он такой классный. Понятно, что он был жестоким убийцей, но в его первой великой битве, думаю, он собрал 40 тысяч македонцев против миллиона персов, ему 21 год. Соотношение сил 20 к 1. И он выходит и говорит, так, у меня есть идея. И его стратегия настолько крута, он выезжает с сотней парней, и они выезжают так, чтобы солдаты были лицом к солдатам, верно? Он выезжает примерно с сотней парней, и он мчится со своими лошадьми в сторону. А другой генерал спрашивает, куда он пропал? Я не знаю. Мы должны двинуться туда же и сразиться друг с другом. Что он делает? Он куда-то пропал. Но ты следуйте за ним. Найди, куда он направился. И тогда он стал кружить вокруг. Генерал больше не был защищен, персидский генерал. И он звук выстрела. Понятно? Почему мы говорим об этом? Нагарджуна делает то же самое. Он воспринимает все это почти как военную кампанию. И вот его следующее действие. Вот его следующее действие. Хлакмани означает объедки, верно, Тим? Хлакма означает остатки. Он говорит, слушай, давай на том, что касается огня и гров, остановимся. Это длится уже слишком долго. Это уже 2 занятия. Давайте просто закончим это. Он говорит, все, что ты еще хотел сказать о дровах, просто остановись. И парень говорит, о, подожди. Он говорит, вернись назад. Вернись назад к главе о прохождении по пути. Это 2 глава. Уходящий и приходящий. Он говорит, слушай, я не обязан вести с тобой весь этот спор. Я уже устал от этой главы. Мы должны перейти к следующей главе. Уже слишком много времени. Давай перейдем к следующей главе. Если ты хочешь поговорить еще о чем-то, что связано с дровами, можешь просто вернуться и прочитать 2 главу. Повторяю, я тебе все рассказал. Что он сказал нам во 2 главе? Кто-нибудь? Помните что-то о том, что путь состоит из 3 частей? 3 части дороги. Вы помните? Есть часть, по которой вы уже прошли. Есть часть, по которой вы собираетесь пройти. И есть часть, по которой вы идете сейчас. Теперь настолько широка часть, по которой вы идете сейчас. Вот в чем вопрос. Ваша нога идет как-то так, вот путь, и пятки ваших ног касаются его первыми, а затем поднимаются пальцы ног, верно? Пятка, ступня, палец. Эта часть представляет путь, по которому вы уже прошли. Эта часть представляет путь, по которому вы не ходили. А теперь, где точно находится черта между ними 2? Она должна быть на середине. Хорошо, давайте подождем до тех пор, пока вы опустите ступню. Итак, вы хотите назвать это половиной пути ступни. Да-да. Хорошо, где находится место половины пути на вашей ступне? Вы не можете найти его. Вы на самом деле не можете найти его. Любая линия, которую вы рисуете, если вы видите линию, уже имеет ширину. Значит, в ней уже есть часть, по которой вы уже ходили, и часть, по которой вы еще не ходили. Хорошо? Мы разделим ее. Гешела. Хорошо, давайте разделим ее. И тогда она имеет ширину, и она имеет часть, по которой вы ходили, и часть, по которой вы не ходили. И ответ таков. Нет части, по которой вы идете сейчас. Вы всегда либо ходили почему-то, либо собираетесь ходить почему-либо. Но вы никогда не идете почему-либо. Таким образом, если вы не идете почему-либо, как вы могли вообще ходить почему-либо раньше? И как вы вообще можете прийти к тому, чтобы ходить почему-либо? Потому что вы не идете. Гешела — это все ерунда. Вы просто уходите в мелкие детали. Да, но нет, это важно. Вам кажется, что вы
идете, но это не так. Может быть, путь движения, да. Может быть, ваши ментальные картинки становятся больше, больше, больше. Тогда вы проходите в дверь, больше, больше, больше дверь, меньше, меньше, меньше дверь. Вы называете это подойти к двери, но, может быть, вы не идете к двери. Может быть, ваш ум создает маленькую дверь, больше, больше дверь, больше дверь, больше дверь, больше дверь. Меньше, меньше дверь, меньше дверь, меньше дверь. Маленькую дверь. Может быть, вы стоите на одном и том же месте, что-то вроде этого. Гешла, в чем смысл этого? Хорошо, тогда это значит, что вы создаете дверь, и вы создаете прохождение к двери. И это значит, что вы можете идти куда хотите. Если это происходит отсюда, тогда вы можете гулять по планетам. Вы можете проявлять свою бодхичитту. Вот как вы станете Буддой. О, если вы произносите мантру Будды медицины, вы становитесь Буддой медицины. Да, и что это значит? Ну тогда вы можете отправиться на другие планеты и помогать людям в одно и то же время. Почему? Потому что планета становится больше, 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 и тогда вы пребываете, и планета становится меньше, меньше. Тогда вы опираетесь на соседнюю планету. Все это происходит из вашего ума. Эй, почему бы просто не сделать это одновременно? И тогда вы везде. И вы можете помогать всем в одно и то же время. Это все. Если бы путешествие на другие планеты происходило из чего-либо другого, кроме ваших семян, это было бы невозможно. Вы не сможете. Почему? Нет места, где вы находитесь сейчас. Ясно? Поняли? Это очень привлекательная идея. Благодаря пустоте вы можете стать Буддой медицины. И если вы не понимаете этого, вы никогда не станете Буддой медицины. Понятно? Поэтому он говорит, вернитесь к тому, что я сказал вам раньше. А теперь дедушка хочет вернуться вас обратно к... Я могу просто перейти к другому стиху, но почему бы вы мне не вернуть вас к последнему стиху? И у нас его здесь нет. Во всяком случае, я вернулся и взял всю вторую главу, она вся об этой теме хождения. Нагарджун чувствует, как будто он почти теряет терпение. Теперь он хочет перейти к 11 главе, верно? Он говорит, вспомните, что я сказал вам о хождении. Между прочим, в каждом тексте, который я видел, или во многих текстах, они неправильно написали хождение. И если вы произносите это неправильно, это станет медитацией. И тогда все запутывается. Поэтому полезно иметь санскрит. Хорошо? Что означает? Не знаю, я был в таком настроении. Следующая картинка, которую мы увидим. Для меня самое важное применение огня — это выпекание пиццы в кирпичной печи. Если у нас такая поблизости, не знаю, да. Так что если вы не можете решить, что это огонь обжигает пиццу, если эта пицца становится причиной того, что огонь назвался огнем, потому что она готовится на огне, я думаю, обсуждение того, определяет ли пицца огонь или огонь готовит пиццу. На что это похоже? Что только что сказал Нагарджуна? Что он только что сказал? Вы не можете найти. Вы не можете найти сейчас? Да, невозможно найти сейчас. Поэтому вы не можете испечь пиццу. И именно поэтому они параллельны. Вот почему он хочет перенести вторую главу в 10 главу. Вы не можете найти место, где готовится пицца. Во времени, в промежутке времени вы не можете найти момент, в который пицца готовится. Его не существует. Он просто сидит перед этим парнем и такой, «Я так устал от этого огня, Агни, Индана». Парень спрашивает, «Хочешь сказать мне что-то напоследок?» Ты не можешь съесть пиццу. Почему? Нет момента, когда она готова. Поняли это? Потому что пицца не зависит от огня, и огонь не является огнем пиццы, пока пицца не готова. Понятно? Я не знаю, почему я решил использовать пиццу. Эй, Джигми, давай купим пиццу. Хорошо? Я просто скажу вам английскую версию старого стиха, ту часть, которую я уже перевел. Прежде всего, ушедший — это не значит идти, как и приходящий. И все же,
За исключением ушедшего и приходящего, вы никогда не можете быть в процессе шагания. Это часть строк, о которых он говорит. Хорошо? И затем есть еще один стих далее, который относится к теме. И он говорит, огонь — это как пример для установления того, что видение не является чем-то, что может состояние быть ушедшим или не быть ушедшим, или шагание предложить как ответ тому, кто привязан к видимому. Другими словами, если вы верите своим глазам, тогда я дам вам аргумент от ходьбе. Нельзя всегда доверять своим глазам. Почему? Я рассказала вам о хождении. Выглядит так, что есть место, где вы ходите, но его нет, поэтому не доверяйте своим глазам. Это тема, над которой мы сейчас работаем. Не говорите мне, что огонь должен зависеть от дров, потому что вы видите, что он горит, когда есть дрова. Тогда мы говорим, не верьте своим глазам. Вы также думаете, что вы ходите, не так ли? Вы также думаете, что вы идете к двери, но это не так. Но мои глаза говорят мне об этом. Да, и в этом проблема. Хорошо. Мы можем перейти к стиху 14. Это долгий забег. Извините. Я думаю, Нагарджуна тоже хочет перейти к следующему стиху. Здесь Нагарджуна будто делает обзор и говорит, давайте рассмотрим здесь 4 возможности. Вот эти 4 возможности. Итак, Нагарджуна словно подводит итог. Посмотрите, дерево — это не огонь. Дерево — это не огонь. Почему? И, между прочим, я хочу, чтобы вы подумали об этом. Потому что тот способ, которым делает это Чонни Лама, немного с подвохом. Вы готовы? Дерево не огонь. Потому что в этом случае действующее лицо будет действием. Это делает дерево действующим лицом. Так что это не огонь сжигает дерево, а дерево питает огонь. Ясно? Кто появился первым, курица или яйцо? Сжигает ли огонь дерево? Об этом ли вся эта глава? И Чонни Лама говорит, о нет, дерево питает огонь. Огонь — объект действия, а не действующее лицо. Дерево питает огонь. Потом парень говорит, а я думаю, что огонь сжигает дерево. Я думаю, что огонь — это действующее лицо, а дерево — объект действия. Тогда Нагарджуна говорит, хорошо, подумай об этом. Так, ты точно так же думал, что ты ходишь. Я повторю это. Кстати, извиняюсь, что мы должны идти так быстро. Мы пытаемся изучить эту книгу за 5 лет, и это единственный способ. Прямо сейчас, сегодня мы движемся в темпе «Одна мудрость за 5 лет». Если мы будем двигаться медленно, то это будет длиться 20 лет, правда? Хорошо, продолжаем. Вам нужно будет смотреть это видео снова и снова, и снова, и снова, пока вы не поймете это, хорошо? Дерево не огонь, потому что тогда действующее лицо было бы действием. Тогда вы так говорите, когда вы так говорите, кто является действующим лицом? Я скажу это снова. Дерево не огонь, потому что если дерево было бы огнем, действующее лицо было бы действием. Он говорит, что огонь является объектом дерева, дерево питает огонь. Это как бы подразумевает, что дерево было первым, а затем оно подпитывает огонь, и он говорит, я не хочу, чтобы ты говорил, что огонь сжигает дерево. Тогда огонь появился первым, а дерево вторым, правильно? Простите. Да, огонь появился первым, а дерево появилось вторым. Хорошо. Итак, они одно и то же. Огонь — это дерево? Нет. Я имею в виду, либо огонь сжигает дерево, либо дерево подпитывает огонь. Но они не могут на самом деле происходить в одно и то же время. Затем второе отделено ли дерево от огня. И он говорит, нет, это не так. Почему? Потому что когда вы говорите «отделено от огня», вы думаете, что они никогда не пересекаются. Когда вы говорите, что Ребекка отделена от Майкла, то вы имеете в виду, что они не сиамские близнецы. Она там, я здесь.
Поэтому должна быть некая линия между ними. Это означает, что они не пересекаются. Они не могут пересекаться. Хорошо, если они никогда не перекрывают друг друга, тогда у них не может быть связи. Это невозможно. Если огонь никогда не касается дров, не может быть сжигания. Но если он касается дров, тогда есть место, где дрова являются огнем. Нет, нет, нет. Дрова находятся там, и огонь там, гешела, и они соприкасаются. Да, но где они соприкасаются? Есть место, где они касаются друг друга, так что им приходится накладываться друг на друга в крошечном месте. Если они это не делают, тогда всегда есть линия между ними. Тогда ни одно из них не может сжечь другое, потому что оно никогда не касается другого. Если одно касается другого, тогда должно быть некоторого рода перекрывание. Если дерево не отделено от огня, у вас могло бы быть огня, сжигающего дерево, потому что огонь был бы деревом. Хорошо? Задействует ли огонь дерево? Нет. Нет. Полностью ли огонь лишен дров? Нет, потому что тогда он не будет гореть. Таким образом, есть 4 варианта. Я их повторю. И снова вам нет необходимости понимать это с первого раза. Просто продолжайте слушать это. Если вы думаете, что вы поняли Нагарджуну с первого раза, когда прочли, вы, наверное, пьяны или что-то в этом роде. Хорошо? Дерево не огонь, потому что тогда было бы действующий агент, был бы действием. Дерево не отделено от огня, потому что если бы они были отделены, тогда не могло бы быть огня. Огонь не задействует дерево, потому что если бы было бы так, то некоторая часть огня была бы дровами. И если вы скажете, что это смешно, тогда я скажу, что тогда вода может вызвать огонь. Почему? Потому что они не соприкасаются. Если бы огонь был лишен дерева, не было бы огня. Если бы у огня не было бы связи с деревом, как бы вы могли получить огонь? Что же на самом деле происходит, когда огонь сжигает дерево? У вас есть карма того, чтобы у вас был огонь. Это все. У вас есть семена, чтобы у вас был огонь. Дерево не является причиной огня. Дерево не питает огонь, и огонь не сжигает дерево. Ваши семена раскрываются. Вот и все. Это все. Это то, что Нагарджуна хочет, чтобы вы. Это все, что он хочет, чтобы вы поняли. Огонь не сжигает дерево. И дерево не питает огонь. Ваши семена раскрываются, и вы видите огонь. Перестаньте думать, что дрова являются причиной огня, или перестаньте думать, что огонь сжигает дрова. Перестаньте так думать. Мои семена раскрываются в дрова, мои семена раскрываются в огонь. Это все. Начните пытаться так думать. Мои семена раскрываются в мантру Будды медицины, а затем мои семена раскрываются в прекращении рака. Мои семена соединили их вместе. Мои семена делают их причиной и следствием. Они не являются причиной и следствием. Они не могут быть причиной и следствием, поскольку одно не может коснуться другого. Не больше, чем то, что куда вы ушли, и то, куда вы собираетесь идти, никогда не может соприкоснуться. Хорошо? Давайте перейдем к следующему стиху. Простите, он действительно очень длинный. Это довольно глубокий стих. Он говорит: «Послушайте, мы провели все эти 2 урока, разговаривая о дровах и огне. Я хочу, чтобы вы применили это ко всем действиям всех людей. Например, к тому, что у нас было в предыдущих главах. Видение, слух, обоняние, вкус, ощущение. Есть действующее лицо, субъект, ваше глазное яблоко, снаружи есть голубой цвет. Субъект действует по направлению к объекту. Попробуйте, когда вы изо всех сил пытаетесь понять, как вы можете что-то видеть, когда вы изо всех сил пытаетесь понять, как работает мантра. Пожалуйста, просто вспомните про огонь и дрова». Вот что он говорит. Он говорит: используйте это для всего. Затем он говорит: бум-нам. Бумпа знает, чашка кофе. И нампу означает отрезок ткани. Он просто берет 2 вещи в комнате: очки и кофе. Очки и кофе. То, что я сказал об огне и дровах.
То, что я сказал о глазе, глазном яблоке и голубом цвете. Послушайте, он говорит, что это одинаково для всего. Очки, кофейные чашки, вазы, рулоны ткани. Также и со всеми остальными. Вы можете объяснить любую вещь в мире, если вы просто разобрались с этой штукой с огнем и дровами. Что? Огонь не сжигает дрова, и дрова не питают огонь. Если вы можете это понять, тогда вы понимаете все. Применяйте это ко всему. Здесь есть картинка. Я пытался подумать о двух вещах в мире. Двух вещах в мире. Не знаю, пусть это будет холодильник и автомобиль, может быть, я потерял их, и вот они. Да, вы можете применить это ко всему: холодильникам, автомобилям, отрезкам ткани. В давние времена не было автомобилей и холодильников, поэтому он говорит об отрезках ткани и воде. Кувшин для воды — популярный пример, потому что не было бы водопровода в домах. У вас должен был быть кувшин, поэтому это хороший пример, так как он всегда есть. У вас всегда он имеется. Если вы когда-либо жили в деревне в Индии, кайлаш, кувшин для воды или горшок — очень важная вещь в вашей жизни. Это вся ваша вода на день. Вы идете милю в колодцу, набираете, ставите себе на голову, вы приносите его домой, и это то, чем вы моетесь, то, из чего вы готовите, то, из чего вы... Да. Хорошо, у меня есть всегда еще один стих. О, это последний стих, я думаю, он очень забавный. Да, это последний стих, очень классный. Он говорит, послушайте. Если вы думаете, что огонь и дрова — это одна и та же вещь, или если вы думаете, что огонь и дрова разделены, я не думаю, что вы очень умны. Кесо означает кепа, верните? Мудрец, да. Если вы думаете, что огонь — это дрова, или если вы думаете, что огонь и дрова разделены, я не думаю, что вы очень умны. И это его последнее слово, и оно вроде как оскорбительно. Последнее слово. Кесонам означает, если ты думаешь, что ты умный парень. Мисэм, я так не думаю. Если ты не понял эту штуку с огнем и дровами, тогда ты дурак. Это все хорошо? И если ты дурак, тогда ты всегда будешь страдать. Каким-то образом ты всегда будешь страдать. Теперь я подумал, поскольку у нас осталось несколько минут, Боже, мой компьютер просто взбесился. Да. У тебя есть картинка для меня, Пачи? Я все время хочу назвать тебя Сейджи, потому что твое имя заканчивается на «и». Это черепашка, да. Я слышал, Тиму нравятся черепашки, поэтому подготовил картинку с черепашкой. Я обожаю эту картинку. В Индии есть древнее поверье, что вся Вселенная держится на черепахе, что Вселенная существует на спине черепахи. Теперь послушайте. Если вы ошибаетесь насчет черепахи, которая держит мир, вы ошибаетесь насчет всего в мире. Уловили? Если вы думаете, что мир держится на спине черепахи, что держится на спине черепахи? Мир. Сколько вещей есть в мире? Все на свете. Хорошо, тогда вы не правы насчет каждой, черт побери, вещи в мире. Поняли? Если вы думаете, что мир существует на спине черепахи, тогда насчет скольких вещей вы ошибаетесь? Всех, что на спине. Сколько это? Это все. Кстати, люди все время приносят мне книги постоянно. Вы не знаете. И я не знаю почему, особенно когда я покидаю город или страну, они все время дают мне какую-нибудь книгу в аэропорту. Что-то вроде «О,
О, Гешела, прочитайте это похоже на то, чему вы учите. Я такой, я так не думаю. Но я всегда вежлив, я беру книгу. И у меня есть игра, в которой я играю сам собой. В то время, когда жду в очереди паспортного контроля, я открываю книгу на одном предложении, я смотрю на него, и если оно не нелепо, я смогу прочитать еще страницу. Но если одно предложение нелепо, тогда, когда я прохожу таможню, и я убеждаюсь, что люди на меня больше не смотрят, и тогда я выбрасываю ее. Я выбрасываю книгу, и тогда мои друзья такие: «Гешела, почему бы вам не отдать ее в благотворительный фонд, когда вы вернетесь домой?» Нет, я не хочу, потому что это совершенно неправильно. Я не хочу быть ответственным за то, что какие-то люди получат глупую идею в свою голову, которая заставит их страдать до конца жизни. Нет. Единственное, что я могу сделать с этой книгой, это выбросить ее и надеяться, что уборщик мусора не прочтет ее. Я не фанатик. Я просто говорю, если Нагарджуна до сих пор прав, тогда все, что мы знаем, все, чему меня учили в Принстонском университете, было неправильным. Все. Это все на спине черепахи. Основная предпосылка была неправильной. Все было неправильно. Одна вещь может являться причиной другой. Это неправильно. Хорошо, тогда вся наука, вся философия, вся музыка, вся искусство, все неправильно. Хорошо? Поняли? Все? Если вы думаете, что мир находится на спине черепахи, тогда все, что вы думаете о мире, неправильно. На базовом уровне. На базовом уровне. Хорошо? Поэтому не давайте мне книжку, если она не сходится с Нагарджуной, потому что мне это не интересно. Хорошо? И не говорите, что это похоже на то, чему я учу, потому что это не то, чему я учу. Это меня очень расстраивает. Хорошо, мы проведем небольшой урок санскрита. Не думайте, что это бесполезно. Когда вы станете Буддой, вы будете говорить на санскрите. Поэтому давайте-ка выучите пару слов сейчас. Это подготовит ваш ум к будущему. Итак, апекша. Скажите апекша. Это интересное слово, потому что Кристина, когда санскритское слово начинается с «а», оно отрицательное, но здесь нет. И это очень сбивает с толку. Таким образом, это не апекша, это апа-икша. Да, поняли? Итак, это не апекша, как авидья, невежество, незнание. Это не апекша, это апа-икша. Поэтому не путайте, хорошо? Что это означает в тибетском? Это тёпа. Что тёпа означает? Зависимость от стены. Лестница зависит от стены. Огонь зависит от дров. И дрова зависят от огня. Зависимое происхождение. И то, и другое зависит от ваших семян. Это не то, чтобы огонь зависел от дров. И не то, чтобы дрова зависели от огня. И то, и другое зависит от вашего ума и ваших семян. Поняли? Так что зависимость становится критически важной. Слово «апекша» становится критически важным. Сейчас это очень красиво. «Ара», «апа» означает «от», и «от» происходит от «ара». «Икша» означает «у тебя была парикша». Видеть, верно. Итак, вы ищете помощи от кого-то другого. Кристина, мне нужны кусочки для ногтей. Я отвожу взгляд от себя на нее. Это называется отводить взгляд от себя на другого человека, потому что вам что-то нужно. Я полагаюсь на Кристину по поводу кусочка для ногтей. Всего пару минут назад. И это называется апа-икша. Искать помощи где-то там. Искать то, что тебе нужно. Эй, Джикми, можешь дать мне пиццу? Я полагаюсь на тебя. Апекша, апекша. Я смотрю в твою сторону. Поняли? Хорошо, у нас уже была икша, когда мы делали парикшу. Да, а затем исследуйте, рассматривайте что-то, осмотритесь вокруг, покопайтесь. Да, и не забудьте. Кстати, Тим, возможно, тебе будет интересно. Единственное, это тибетское слово «тёпа». Какой здесь корень? За $50? Подожди, ты подсматриваешь сюда. Тапа, что означает смотреть? Итак,
Корень тибетского слова такой же, как корень санскритского слова. Когда вы говорите «зависимое происхождение» на тибетском, вы говорите «посмотри на кого-нибудь другого». Поняли? Тот же самый корень LT. Ла-та, так-та. Окей, супер. Хорошо, это ваш урок санскрита. Простите, это сложная глава. Это, возможно, самое сложное занятие из тех, которые у вас будут, может быть. Так что не унывайте. Возвращайтесь к нему снова и снова и снова. Я провел, не знаю, почти 30 лет, пытаясь разобраться в этих вещах. Поэтому не расстраивайтесь. Просто продолжайте возвращаться. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы поймете немного больше. Я говорю, вы не можете по-настоящему читать мантры, если вы не понимаете это все. Вы можете, я имею в виду, очевидно, что каждый может произносить мантры, но если вы хотите, чтобы они имели силу, вам нужно понимать эти вещи. Хорошо, увидимся позже.